Привет, армия. В один из редких моментов Чингук наконец раскрыл то, о чем Арми только догадывались. С застенчивой улыбкой, но взглядом, который не мог лгать, он признался, что больше всего ему в Тэхёне нравилось его кокетство и смелость. На первый взгляд это звучало как обычная шутка, но в следующий момент атмосфера изменилась. В их взглядах было что-то особенное, небольшая пауза между смехом, словно мир остановился только для них двоих. И вот тут-то все и началось. Момент, который оставил Арми безмолвными, шокированными и задающимися вопросом, что же произошло после этого признания. Иногда простое предложение может открыть дверь к более глубокой тайне. Чингук, который всегда был известен своей молчаливостью и сдержанностью в словах, внезапно сделал шокирующее признание. Он признался, что ему нравится Тэхён не только он сам, но и его кокетство, смелость и бесстыдство. Для многих это могло показаться обыденным, но для Арми эти слова стали маленькой подсказкой, которая открыла новое измерение в их отношениях. Потому что сразу после этого признания произошло что-то, что оставило всех без слов, заставив задуматься, конечно же, еще больше убедить в том, что за смехом и шутками скрывается гораздо более глубокая история. Что же именно произошло после того, как Чингук это рассказал? Иногда реальная жизнь преподносит нам сцены, которые кажутся взятыми прямо из любовного романа, и Тэхён и Чингук демонстрировали нам это снова и снова. Одним из самых запоминающихся моментов, который навсегда останется в памяти Арми, стала их поездка на Чеджудо для участия в проекте Аюшур. Это был не просто отпуск, а момент, который словно раскрыл суть особых отношений, разворачивающихся прямо на наших глазах. Представьте себе эту сцену. Тэхён, Чингук и их друзья наслаждаются отдыхом в простом месте, вдали от суеты большого города. Никаких завышенных ожиданий, никакой грандиозной сцены, просто время течет медленно, но именно в этой простоте небольшое происшествие все меняет. С присущей ему харизматичной уверенностью Тэхён говорит Чингуку сначала пойти в ресторан вместе с остальными, а сам присоединиться позже. Предложение звучало обыденно, коротко и легко, но для Чингука эти слова вызвали легкое беспокойство, которое он не мог скрыть. Хотя он этого не говорил, было ясно, что одной мысли о том, чтобы хоть на мгновение расстаться с Тэхёном, было достаточно, чтобы ему стало не по себе. Как только он сел в ресторане, его взгляд тут же начал искать, как будто сердце было уверено, что Тэхён появится в любой момент. Чингук не мог по-настоящему присутствовать, не зная, где Тэхён, и, наконец, с тоном, который он едва мог сдержать, Чингук спросил: «Тэхён не придет?» Короткое предложение было простым, но полным смысла. Было скрытое томление, потребность, которую невозможно было объяснить логически, и страх потери, который было трудно игнорировать. Словно Вселенная услышала его сердце, и в этот самый момент Тэхён действительно появился. Не было ни фоновой музыки, ни драматических эффектов, но для Чингука время словно остановилось. Тэхён вошел с расслабленной, но все еще излучающей аурой. От него исходили мягкость и уверенность, которые заставляли его сиять, и внезапно все внимание Чингука было приковано к нему. Улыбка Чингука расплылась в улыбке, такой искренней, что он не мог ее сдержать. Эта улыбка, казалось, исходила из глубины его сердца, такая чистая, такая честная, что она ощущалась как сцена из романтического фильма. Неосознанно Чингук пригладил волосы. Этот небольшой жест может показаться банальным, но он был полон смысла, рефлекс, часто используемый, когда кто-то хочет выглядеть идеально перед человеком, которым восхищается больше всего, и для Чингука этим человеком был Тэхён. С нежной, но пленительной аурой Тэхён спокойно принял этот взгляд. В этот момент один из их друзей спонтанно заметил: «Ты выглядишь мило». Тэхён ответил со свойственной ему уверенностью: «Я милый, правда?» Его ответ сделал атмосферу еще теплее, светлее и наполнил улыбками. Однако среди всего этого смеха только Чингук, казалось, пребывал в другом измерении. Его взгляд не отрывался от Тэхёна, его улыбка была такой широкой, такой яркой, словно весь мир был только для них двоих. То, как Чингук смотрел на Тэхёна, было другим. Это был не просто случайный взгляд, а взгляд, полный восхищения, нежности, волнения и чего-то гораздо более глубокого. Для Чингука Тэхён был якорем, он был домом, местом, где все имело смысл. И этот короткий момент на Чеджу был лишь одним из многих доказательств того, как присутствие Тэхёна могло изменить ее мир.
Интересно, что такие моменты случаются не один раз. На протяжении многих лет мы видели, как Чингук реагирует на Тэхёна неоднократно, иногда взглядом, иногда легким жестом или даже молчанием, когда они рядом. Влияние Тэхёна невозможно подделать. Оно настоящее, естественное и неоспоримое. С другой стороны, у Тэхёна есть и свой уникальный способ заботы о Чингуке. Он внимателен, любящий и всегда знает, как заставить Чингука почувствовать себя особенным. Никакого притворства, все идет своим чередом, как будто так и должно быть. Этот момент на Чиджу был лишь маленькой частью большой мозаики, объясняющей, почему Тэхён так много для него значит. Дело не только в химии, не только во взглядах или жестах, но и в том, как они дополняют друг друга. Чингук всегда сияет ярче, когда рядом Тэхён, и Тэхён может превратить обычный день в незабываемый одним своим присутствием. Еще одним доказательством, которое еще больше укрепляет их уникальную связь, становится честное признание Чингука, что больше всего он любит в Тэхёне его беззастенчивую смелость. Простые слова, но полные смысла. Они показывают, как Тэхён с его природной кокетливостью способен снова и снова пленять сердце Чингука. Тэхён часто играет словами, бросая вызов Чингуку своей загадочной улыбкой, и хотя Чингук обычно кажется спокойным, он часто проигрывает перед Тэхёном. Взгляд, от которого он не может отвести взгляд, улыбка, которую он не может контролировать. Все это говорит громче тысячи слов. За всеми шутками, поддразниваниями и пристальными взглядами скрывается правда, которую трудно игнорировать. Тэхён и Чингук дополняют друг друга так, как понимают только они. Тэхён раскрывает эмоциональную и смелую сторону Чингука, в то время как Чингук – якорь, который всегда его успокаивает. В конечном счете, Тэкук – это не просто пара с сильной химией. Они – две души, которые понимают и принимают друг друга, заставляя друг друга сиять. И именно это делает их такими особенными для своих поклонников, близких, конечно же, для самих себя. Однако история Тэхёна и Чингука не заканчивается этим простым моментом в Чиджудо. Именно такие мелочи позволяют нам увидеть, как формировались и развивались их отношения. В каждом их взаимодействии прослеживается общая нить, закономерность, которую невозможно игнорировать, закономерность, которая предполагает, что между ними есть нечто большее, чем просто дружба. Если вспомнить ранние годы в BTS, то отношения Тэхёна и Чингука всегда были полны спонтанных, искренних моментов. Тэхён с его яркой личностью часто был в центре внимания, в то время как более тихий Чингук казался тенью, всегда следующей за ним, но втайне испытывая огромное восхищение. Потому, как Чингук смотрел на Тэхёна с момента их дебюта, было ясно, что между ними было что-то особенное. По мере того, как BTS приобретали все большую известность, камеры все чаще фиксировали их небольшие взаимодействия. Чингук, обычно сдержанный, мог полностью преобразиться, когда был с Тэхином. Его улыбка становилась более искренней, глаза – более сияющими, и даже его тело, казалось, излучало иную энергию. Точно так же Тэхин, с его свободолюбивым характером, смог раскрыть ту сторону Чингука, которую другие редко видели. Один незабываемый момент был, когда их поймали на камеру, делящими наушники. Для кого-то это могло быть всего лишь маленьким жестом, но для фанатов, следивших за их путешествием. Его улыбка стала более искренней, его глаза более сияющими, даже его тело, казалось, излучало иную энергию. Точно так же Тэхин, с его свободолюбивым характером, смог раскрыть ту сторону Чингука, которую другие редко видели. Один незабываемый момент был, когда их поймали на камеру, делящими наушники. Для кого-то это могло быть всего лишь маленьким жестом, но для фанатов, следивших за их путешествием, это был незаменимый символ единения, знак того, что было что-то более глубокое, чем просто принадлежность к одной группе. С самого начала и до сих пор эта картина повторяется. Необъяснимые взгляды, неконтролируемые улыбки, небольшие, но многозначительные жесты – все это стало связующей нитью между каждым фрагментом их отношений, словно кусочки пазла постепенно складываются в более масштабную картину, становится все более очевидным, что за кулисами скрывается нечто более прекрасное, более сложное и более честное. Тэхён и Чингук не просто коллеги. Они не просто два идола, выросшие вместе на сцене. Они две души, которые нашли друг друга, дополняют друг друга, заботятся друг о друге и заставляют друг друга сиять ярче, в простоте повседневных моментов, а также в центре внимания всего мира. Их история продолжает жить, становится бесконечной историей, тайной, скрытой во взглядах, улыбках и молчании,
которую могут понять только они двое. They hate from inside, you see, hate themselves in society. So I let them speak quietly, while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen, oh the irony. To hate someone who's trying